Почему ты не можешь так, как Костя? Дарить мне цветы раз в неделю, куда-то вывозить меня хотя бы раз в месяц на какую-нибудь усадьбу. Вопрос интересный, знаешь, мне кажется, без того, чтобы этот чайничек вот весь разлить, мы не сможем ответить. Привет всем! Значит, у нас сегодня будет тема, почему ты не можешь как кто-то другой. Истина, она не в одной инстанции, у каждого свое мнение, но тем не менее, свою точку зрения мы с тобой поделимся. Ну вот представь себя на месте мужчины, которому жена задает такой вопрос. Вот я сейчас лежала, листала Инстаграм, увидела, что вот Катин муж опять там встретил ее с работы, куда-то они там поехали. В общем, что-то такое, что, в принципе, ты делаешь, как правильно, но сегодня не сделал. Там, либо еще что. Потому что часто есть же такой момент, когда мы любим обобщать, и я говорю, ты никогда меня никуда не приглашаешь. Как правило, это значит, что ты приглашаешь, но слишком редко, не так часто, как мне хотелось бы. И вот что чувствует мужчина, которому бросают эти слова. Ты никогда, ты всегда не, вот почему так, и почему ты не можешь, вот, пожалуйста, открой инсту, посмотри, как ухаживает за своей женой там Константин, и просто делай так же. Почему вот ты не можешь? Ну, честно говоря, для меня это просто нереальный триггер. Если ты говоришь, что вот ты никогда, а я-то знаю, что не никогда, да, то есть я могу предположить, сколько я еще усилий затратил на каждое из этих «когда». Но когда тебе говорят, что ты никогда, это настолько обесценивает все, что я сделал, что я думаю, а зачем больше делать, если все равно через 3 дня будет опять, что никогда. То есть всякая любая ценность, и ты думаешь, что, может быть, ты заслужишь этим, я не знаю, лучшие отношения с женой, там еще что-то. И ты понимаешь, что это не работает так. Ну и все, мне кажется, это отбивает охоту и может срабатывать в таких исключительных случаях, когда уже мужчина понимает, что ну тупо надо это сделать просто, да, потому что там что-то развалится, да, в крайнем случае уже это будет сделано, но абсолютно не по собственному желанию, абсолютно не с радостью, не воодушевлением, на отвали скорее, но будет сделано. Ну, как бы рано или поздно, да, это же будет что-то. Но мне кажется, что в долгосрочке это, может, даже вообще ничего не будет, заканчиваться печально. Да, мне кажется, что когда женщина вообще сравнивает свою мужчину с кем-то, при этом в таком контексте, где он является проигрывающей стороной, то это на будущее отбивает охоту, желание и обрезает крылья у мужчины, я так считаю. Как-то явно снижает мотивацию что-то делать в будущем, когда он чувствует, что то, что он делает, обесценивает. Например, да, там Костя подарил своей там жене цветы, но при этом жена его 3 месяца просит починить розетку. А ты, я попросила и сразу же починил. И здесь вопрос для меня, что было бы приоритетом. Не значит, что нужно выбирать что-то одно. Типа, ты выбирай. Это как есть тоже фраза. Вот почему ты мне, девушка говорит женщина своему мужу, почему ты мне не говоришь, что ты меня любишь? И когда задают вопрос, а что для тебя важнее, слова или поступки? А почему вообще надо выбирать? И слова, и поступки, они одинаково важны. Да, круто, когда мужчина совершает поступки, но женщины любят ушами, и для них крайне важно слышать, что их любят, несмотря на поступки. И в этом случае точно так же. Почему нужно выбирать? Ты вот иногда вот так в женских компаниях вот подружки сидят и утешают друг друга. Ну да, ну твой Федя не подарил тебе цветы, но зато он пошел вон и снег почистил весь.
Вот, видишь, какой молодец. И это здорово, это реально круто. Он там починил тебе машину, почистил снег во дворе, там еще что-то сделал. Это очень здорово. Но если у тебя есть потребность именно в цветах, и тебе хочется именно цветы получить, об этом можно просто поговорить и сказать, что для тебя это важно, как ты себя чувствуешь, когда тебе дарят цветы. Что вот я чувствую себя девушкой, любимой, мне будет очень приятно. Ну, в более какой-то такой форме, без претензий. Вот, знаменитые я послания. Не так, что ты вечно мне не это, ты не даришь, ты не это, а вот я хотела бы больше видеть каких-то моментов таких в наших отношениях. Я чувствую, то я чувствую себя любимой, я чувствую себя желанной, я чувствую себя особенной, когда ты какие-то знаки внимания мне уделяешь. Слушай, ну я вот все равно не могу понять. Смотри, мужчин, которые психуют, когда другие мужчины делают своим женам. То есть я много раз это наблюдал вообще в целом. То есть один, ну, реально любит жену, явно, что он получает отдачу от нее, да, то есть он прям, он ее на руках носит условно. И другой на этого мужика, ты что там, каблук, ты там вот это, да. Причем его жена, ну, явно прям сама мечтает, чтобы он для нее это делал, но он не делает. Вот в чем причина? Почему мужчины злятся, когда видят других мужчин, я скажу, успешных в отношениях? И не буду говорить в целом, да, потому что есть успешные, например, отношения, могут быть неуспешные в бизнесе, или наоборот, или еще какие-то вещи, да, вот. Но мы сейчас говорим про отношения. Вот нормально, то есть один мужчина, прям жена за ним там все, он там все для нее делает, а второй психует, что у другого мужчины нормально, он на него типа, слышь, хватит, ну вот. Ну, каждый случай индивидуален, сложно сказать за всех. Но, как мне кажется, что а, как будто бы вот человек считает, что причина его ссор это именно вот этот его конкурент, скажем, который постоянно транслирует твоей жене какую-то другую картинку, и если бы она этого не видела бы, то и проблем бы не было. Например, живем мы по соседству там с Филиппом, к примеру, и Филипп своей жене постоянно оказывает эти знаки внимания, всегда с ней ласков, вежлив, прилюдно выражает к ней свою симпатию, лаской, называет ее ласково, там ухаживает за ней, наливает ей чай, там подает ей вилочку, ложечку и так далее. И другая, и вот я, например, такая смотрю, и мне тоже хотелось бы, и если я каждый день тебе говорю, вот почему ты не можешь, как Филипп? Вот почему ты не можешь, вот мы сели, почему ты не можешь вот взять и сказать там, любимая, тебе ложечку там подать, хлебушек будешь, а то как бы, что я вот сижу, а ты вот за мной ухаживаешь. Вот. Я вот, почему ты не можешь, как Филипп? Вот я хочу, мне так хотелось бы, мне этого не хватает. Почему ты так не делаешь? То если у тебя есть как раз-то какие-то убеждения, а ты смотришь, и для тебя то, как поступает Филипп, это кринж, это реально подкаблучничество какое-то. У тебя есть установка, что мужчина, вот такой, знаешь, жесткий патриархат, он пришел домой с работы, ударил кулаком по столу, и женщина вокруг него пляшет и там ухаживает за ним. Вот, а он подарил цветы на день рождения, на 8 марта, подарил подарочек на Новый год, как бы и зарплату каждый месяц носит в дом. Ну что вы еще от него хотите? Как бы какую-то мужскую работу делает, все, я идеален, а что еще надо? Но тут же, опять же, индивидуально есть девушки, у которых потребность именно в ласке. И я когда-то, когда вот 10 лет назад и даже больше, когда мне было 20 с хвостиком, мне нравились как раз-то такие мужчины, доминирующие, властные, такие жесткие. И вот, так смотришь, ну, настоящие мужчины, знаешь, типа, настоящий полковник, там, все. Но когда ты потом живешь с ним, ты понимаешь, что
Да, это круто смотрится, возможно, даже, может быть, как-то на начальных этапах, может даже как-то заводить, вот такой его какая-то такая строгость. Но дальше все-таки не хватает вот именно тепла, ласки. Хотелось бы, чтобы мужчина был ласковый. И вот сочетание, что он как бы жесткий, жесткий везде, жесткий на работе такой. И девушки же тоже фантазируют очень часто о таком мужчине, который на работе он жесткий начальник, всех там нагибает такой, все его боятся, а дома он твой котик. И девушка видит такого парня и думает, вау, это будет мой, типа, шикарный трофей. Смотрите, какой экземпляр. Мужчина 2 метра ростом, 2 метра в плечах. Такой, все его боятся. А домой он приходит, и он у меня ласковый котик ручной. И вот хочется приручить. А потом понимает, проходит время, что если он жесткий, человек сам по себе, он и с тобой будет жестким. Рано или поздно, даже если сейчас у вас стадия какая-то начальная, ухаживание, он может проявлять к тебе это внимание, то потом все равно больше включится в то поведение, которое для него является более обычным. И все, женщина сидит, страдает, ей не хватает ласки, не хватает любви. Не зря вот эти песни про «Если бы ты знал женскую тоску». Вроде бы плечо сильное, а нужно конкретно не по сильному плечу, а женскую тоску по мягкому плечу, что ли. Вот. Хочется мягкого мужчину, доброго, ласкового. Но я в 20 лет вряд ли бы такого оценила. Я мягкость считывала как слабость. И мне казалось, это неинтересно. Ой, он такой вот. Ну, вот неинтересно с ним. Вот. Как, если он и так ласковый котик, какой кайф от того, что ты его приручила? Ну, вообще не класс. Ну, Не победила, так и смысла нет, да. да, да. А когда ты вот просто, хотя для тебя это когда просто обычное поведение, что ты добрый сам по себе. Вот мне нравится то, что ты не жалеешь на проявление ласки, что ты ухаживаешь, и при этом не боишься выглядеть каким-то там подкаблучником. Хотя, да, очень мы периодически как пара сталкиваемся с тем, что вот говорят, ну, Виталик, ну не переигрывай, ну не Да-да-да, перегибай. я это много раз слышал. Да, настолько у нас, наверное, менталитет такой, что а, не умеют даже как будто бы мужчины разговаривать со своими женами. Любая женщина хочет, чтобы ее выслушали, чтобы ей уделили внимание. И все остальное это уже, ну, скорее, все остальные претензии это больше уже вторичное. То есть я могу увидеть, вот, Света с Петей сегодня поехали в бассейн. И я такая, а чем мы не ездим в бассейн? Вот, когда мы вообще последний раз? Что ты не возьмешь, не соберемся, мы поедем в бассейн. Но если вот ты сейчас скажешь, поехали, я такая, у меня обнаружится миллион дел. Почему я не могу поехать сейчас в бассейн? Ой, я хотела бы скинуть еще пару килограммчиков перед... И начинается миллион отговорок. И вот получается, я сравниваю, и как будто бы мне этого не хватает. А если честно абсолютно, тогда можно заметить, что я этого не хочу. Почему мы не ходим в театр? Ты говоришь, все, пошли в театр. Ой, ну, у меня там... То есть, например, если девушке искренне не очень сильно нравится театр, есть какое-то понимание, что каждая благородная пара должна побывать вместе в театре. Если они ни разу не были, с ними что-то не так. Ну, есть же пары абсолютно разные, с разными ценностями. Вот. Что может быть такое, что ты предложишь, а она либо подарил цветы. Не надо уже. Это уже получается, как будто бы я их выпросила. Ой, знаешь, насчет цветов у меня вообще отдельная тема. Я скажу так, то, что я заметил. Пока ты ухаживаешь за девушкой, ты можешь эти цветы покупать каждый день.
Она будет счастливая. Любые, самые дорогие, ей плевать, она будет счастливая. Но когда бюджет становится общесемейный, любой, неважно, сколько ты зарабатываешь, ну, понятно, до определенных пределов. То есть уже когда там предел пошел выше, возможно, это не играет роли. Но когда мы говорим о обычном человеке, о обычной какой-то Среднестатистическая семья. семья обычная зарплата, условно, какого-то специалиста, даже хорошего специалиста и так далее, это все равно в рамках, ну, среднего бюджета. И когда деньги уже условно становятся, ну, не только мои, например, а и твои, и вот вопрос такой, да, что я просто заметил, что когда мы с тобой уже стали вместе жить, поженились, да, и я так мониторю тебя иногда, я понимаю, я иногда тебе покупаю цветы, но я иногда мониторю, раз, и я понимаю, что все, лучше за эти деньги тебе что-то другое, да, и все, Да. и... Либо мне хочется, если вот мне прям сильно захотелось цветов, для меня будет приемлемо, что я скажу: Виталик, просто хочу цветы, давай пойдем и выберем. И вот для меня то, что вот я сама выбрала букет, для меня и это приятно. И это Кстати, да, для меня это было вообще неожиданно, что жена сама может выбрать себе цветы. У меня такой менталитет, ну, такой склад, я не знаю, менталитет, воспитание, привычка, как это назвать, что для меня всегда сюрприз должен быть сюрпризом. Я не понимаю, то есть мне казалось всю жизнь, что если человек знает, какой у него будет подарок, этот подарок обесценивается, он уже ничего не стоит. Ну, какой смысл тебе покупать цветы, если ты сама их видишь, ты покупаешь? То есть это что-то изнутри видно идет, какое-то желание какого-то такого совсем уже там, ну, как бы ты уже героем стать или что. Вместо того, чтобы вот свои чувства как бы разгонять, ну, можно же ведь сделать реально приятное жене. И я заметил, мы идем, правда, так было не так уже часто, я все равно люблю больше сам, но тем не менее мы идем с тобой, ты выбираешь себе цветы. Ну, мне это было откровение. Честно говоря, для меня это было удивительно, как это работает. Да, я понимаю, что для тебя это было прямо какой-то проблемой, перелом такой, что как это так? Ты же хочешь сделать подарок, сюрприз. Он должен быть неожиданным. А я попросила Виталика, как бы, чтобы мы с ним согласовывали подарок. А тут еще типа я такой неумеха, что даже цветы жене не могу выбрать. А у меня это Ну, не я так. просто изнутри, да, что вот у меня первое было, думаю, я что, не могу сам цветы купить? Ну, знаешь, Хотя я насколько... знаю, какие ты любишь цветы и все Да. такое. Вот прости, что перебил, но вот такой просто момент, ну, хотелось отметить. Но насколько я благодарна тебе, что ты не стал вот так... Я ничего не знаю, у меня есть такое представление, что вот это должно быть, и все, я просто дарю, и все. И я буду тебе делать вот так какие-то... Ну, в общем, все равно буду делать то, как я привык. Для меня вот это и есть проявление мужественности какой-то. Вот, как ухаживать за своей женщиной. Но все женщины на самом деле разные. Что для одной хорошо, то для другой может быть плохо. Вот как мне когда-то... Я, кстати, раньше вообще не любила цветы. Абсолютно не любила. И я считала, что это глупая трата денег. Но я однажды услышала о том, что когда мужчина дарит женщине цветы, он выражает как бы восхищение, хочет сравнить ее, как бы послание такое: ты так же прекрасна, как эти цветы. И это от души, и тогда ты принимаешь это как комплимент. И вот такой взгляд на это мне уже, я так поняла, да, пожалуй. То есть каждый раз, когда вот ты даришь цветы, я смотрю на них, и я вспоминаю эту фразу, что вот ты так же прекрасна, как эти цветы. Напоминаю себе и понимаю, что это твое желание напомнить мне об этом. И это приятно очень, как и любой женщине, но важно понимать особенности каждой. Вот я, например, выросла в многодетной семье. И у нас не было, чтобы кто-то вокруг тебя там плясал с бубнами и там: Виталичка, какой ты хочешь чай? Чай черный, зеленый или какой-нибудь фруктовый, или может молочка тебе погреть, или какао сделать, или это, или это. Нет, просто
Я вот что с мама там, что сварила, вот, что есть, то ешь. Все. Я наварила там, к примеру, там гречку с сосисками, сварила борщ, это круто, ешь. Все. И ты не можешь сказать, буду, не буду, хочу, не хочу. Вот есть еда, потому что нас 5 было там и есть, да, ну и сейчас еще больше. Но к тому, что если бы она у каждого там спрашивала, что он будет, тогда вся ее жизнь сводилась бы только к готовке на кухне. А для меня это важно. Я хотела бы вот чувствовать, что я не пустое место, что меня спрашивают, когда, что я есть. Просто для меня это я есть. И для меня это прямо стало очень важным. И когда ты просто даришь мне сюрприз, для меня это воспринимается как будто бы, ну, мне плевать на твое мнение. Я посчитал, что подарить себе там брошь в виде зонтика, вот это круто просто. И тебе она точно понравится. Просто я посчитала и все. Ну, и это же здорово, это круто, такой посыл. Но для меня сам момент, когда ты спрашиваешь, а что бы ты хотела? Вот здесь у меня вот моя детская потребность такая удовлетворяется, что я всегда хотела бы, чтобы у меня спросили, а что бы ты хотела? Потому что так как у меня это не спрашивали, я и в 20 лет не могла себе ответить на вопрос, в 25 и в 30. У меня жизнь была полный бардак, потому что я не могу ответить себе на вопрос, что бы я хотела, потому что всегда есть кто-то, кто решает за меня. Знаешь что, любимая, мне кажется, что вот это прям для многих будет откровением. То есть, видите, с одной стороны, как бы мне могло показаться, что она ко мне пренебрежительно относится, что я не могу сам цветы выбрать, а давай-ка я выберу цветы. Мы слышим другую сторону, и мы видим, ну, другой отдельный мир целый. И мне кажется, что если бы мы научились всегда слышать друг друга на самом деле, если в вашей паре, если кто-то нас смотрит, наши зрители, и у вас в паре непонимание, знаете что, попробуйте поговорить, вот взять чаек, сесть. Это наш обычный разговор, просто мы так вот общаемся с Настенькой часами иногда в день. И мы сейчас просто записываем нашу беседу обычную, чуть-чуть там вот обстановку сделали для съемки просто, да. Но мы об этом постоянно разговариваем, о разных вещах. И это предохраняет нас от конфликтов, от сложностей. Мы уверены в завтрашнем дне. У нас нет стрессовых ситуаций каких-то. И мне кажется, что если бы любая пара для начала научилась разговаривать друг с другом, ну, было бы прям шикарно. Да. Как я понимаю, точнее, мы уже в других наших видео говорили о том, что вот для меня особенно ценно то, что ты никогда не задаешь мне этот вопрос, что ты делала. Из-за того, что ты жил один, ты понимаешь цену женскому труду, так сказать, что насколько уходит времени на то, чтобы приготовить, постирать, убрать, помыть. Вот, и поэтому ты никогда не задаешь мне этих вопросов, что ты сегодня делала, там, вот, либо ты ничего не делаешь, вот, что ты никогда не обесценишь мои усилия, и в этом плане, я считаю, ты просто как будто бы исключение из большинства, что как раз из-за того, что ты жил один и заботился о детях, то поэтому ты понимаешь ценность этого женского труда. Но ты как раз говорил о том, что как бы плохо относиться. Ну, да, что мужчины, которые грубо, я так слишком утрирую в другую сторону, но как бы грубо относятся к своим женам. Ну, на самом деле, может, и не грубо, но просто недостаточно хорошо, как мне кажется, со стороны иногда вижу кого-то. И ну, одна из причин, как я вижу, что этот мужчина не до конца видит, что делает его женщина дома. Ну, одна из причин. Ну, слушай, серьезно, ну смотри, сегодня обычно ты обедик сделала всем, все классно, да, там одному нашему сыну, второму, мне,
Все. Теперь ты уехала по делам, и мне надо было приготовить борщ. Ты знаешь, что на это ушло между делом часа полтора или даже больше. То есть пока сварилась эта косточка, потом я отдельно делал пассировку этой свеклы, потом отдельно морковки, контролю, чтобы там ничего. Да, я параллельно пытался работать, но я туда-сюда, и я понимаю, что по-любому час это отняло. Так это только это. А стиральная машина там свистела, там, а еще что-то, посудомойка. Захожу утром, все сверкает в кухне всегда. То есть это огромное время. И я просто успел как бы для себя заметить эти моменты, как было время, я сам это все делал сам. Мне кажется, что если бы любой мужчина взял и просто для себя написал список того, что его жена делает, он бы изменил свое мнение к ней. И не психовал бы на тех мужчин, которые хорошо к женам относятся. Ну вот, грубо говоря, вот прям я бы хотел зафиналить этой идеей. Мне кажется, что... Я думаю, поэтому был так популярен украинский проект «Хата на тата». Там как раз вот типа жена пишет список дел, которые она обычно делает, и ее куда-нибудь забирают на отдых, а муж в это время остается сам с детьми и все это делает. И люди смотрят это шоу, такие женщины злорадствуют. Наконец-то он поймет, что это такое. Там вот разделай А надолго? курицу. Надолго? На неделю, по-моему. Ерунда. Нет, это классно все, но я имею в виду, в каком плане ерунда, он не оценит. Потому что он еще пользуется, жена до этого купила то. А вот месяца хотя бы 3, полгода, год, когда надо купить таблетки в посудомойку, которых как раз на месяц с чем-то только хватает, купить порошки, ополаскиватели всякие, зубную пасту, купить там новое полотенчико, новую простыню, наволочку в кровать, купить посуду домой, купить ребенку по сезону одежду. Я могу перечислять бесконечно задачи, которые встают обычно перед женщиной. А мужик там 3 дня без жены там перебился, типа там он что-то там поделал. Мне кажется, я не верю, что за неделю можно это оценить. Вот хотя бы месяца 2-3 уже бы, наверное, цепануло бы его, потому что можно в течение недели даже дома не убираться нормально. Но через месяц у тебя нет выбора, ты полезешь и давай выскребать со всех куточков. Все Ну вот там, это. по крайней мере, даже в рамках шоу они потом такие: "Ух, всё, Хватило? я теперь понял, да". Вот. Но я считаю, это как раз-то про взрослость и зрелость, когда мужчина понимает, что он ни капли не роняет от этого свое достоинство, если он помоет посуду, если он попылесосит, что он с этого момента он стал не мужик и превратился в подкаблучника или еще что. Абсолютно. Закомплексованный человек как раз-то и сделает такой вывод. Знаешь, мне понравилось одно видео, интервью, один подкаст с актером каким-то, не помню уже, кто-то был даже из мужчин, и актер что-то, интервьюер, да, правильно, да, что-то у него спросил, там, типа, как ты с женой, там, типа, сладкий ты слишком такой же, все, он говорит, да, я каблук. Я говорю, Паша Воля, он такой позиции возможно, это даже придерживается. возможно, даже вот он и был. И, и говорит, что, типа, ты знаешь, какой я счастливый, тебе далеко до меня, типа. Но я уверен, говорю, что раз ты так спрашиваешь, ты не ощутил того счастья, отдачи в семье, как я ощущаю. Говорит, конечно, я хочу делать все для своей любимой. Я на ней женился, я все для нее делаю. И для тебя кажется, что каблук ради бога. Но моя жена счастлива, я счастлив. Вот, в таком ключе. Поэтому это триггерит, наверное, только тех, кто реально комплекс какой-то, да? Он боится показаться слабым, наверное, да? Боится показаться угодливым, каблуком, что, как угодно. Я своей жене скажу: ты моя котечка сладенькая, там, не знаю, что-нибудь вот так вот. Все, я в этот момент перестану быть мужиком. Все, мне просто отсохнут все органы важные. Все. Вот. Это просто какие-то ограничивающие убеждения, что вот мужик, он должен быть суровым, характер нордический. Я вообще не люблю мужик слова. Мужик, знаешь, мужчина, да. Лично для меня мужик это, такой достаточно, необразованный, хамовитый, какой-то баба такой. у женщин, да? Наверное, как баба у женщин, да. Вот это мужик.
Мужчина — другое дело. И мужчине там и 90, он мужчина, красавчик такой. Да, сейчас вот тоже недавно видел видео, где там, ну, дедушка, да, ему там, я не знаю, может, 80 лет, да, смотришь и восхищаешься, какой мужчина. А то мужик, вот не знаешь, что мне кажется, что те, кто хотят быть мужиками, они как раз мужики. Может быть так. Хотя да, наверное, да, так оно и есть. Но вот это мне очень приятно, то, что у тебя нету таких комплексов, у тебя нету проблем таких, и то, что ты остаешься мужчиной в любой ситуации и проявляешь себя как мужчина. Именно поэтому я могу чувствовать себя счастливой. И то, что ты всегда меня слушаешь, слышишь, и поэтому мы можем в любых наших каких-то ситуациях всегда с тобой договориться. О чем я и говорила, что одно из таких приятных фишек в наших отношениях, что ты для меня являешься еще и другом. Это очень ценно, когда тебе не нужно на стороне искать человека, который какую-то подружку, еще что, которая тебя выслушает. Ну, когда ты просто будешь понимать, что не просто там ага, а реально слушает. И я не знаю, как у тебя это получается, но я знаю то, что ты слушаешь всегда. Я наслаждаюсь нашей дружбой. Ты знаешь, я просто наслаждаюсь. С тобой так интересно. Часами, днями мы с тобой даже, как я как-то говорил, наверное, и наговориться не успели даже еще до сих пор все-таки. Ну, ты классная, шикарная, просто роскошная. И то, что я получаю от тебя, у меня есть такое чувство, что в Беларуси ни один мужчина от своей жены столько не получает. Конечно, мне хочется. И я даже думаю, что я не настолько там уже там и нормальный такой, и хороший. Это, возможно, скорее следствие того, какая ты со мной. И просто ты получаешь обратно вот то, что ты Да. излучаешь, мне даешь в моей жизни. Хотя для меня как раз это что-то такое новое, то, что я не боюсь тебя в таком, знаешь, каком-то негативном ключе, что когда ты куда-то там уходишь, поворачиваешь ключ в двери, и я сразу все максимально напрягаюсь, потому что сейчас ты придешь и потребуешь от меня отчет, что ты сегодня делала, вот такое. Вот. И просто когда я тебе говорю о чем-то, делюсь, ты говоришь, это ерунда, это вот, не грузи мне мозги и так далее. И я понимаю, что я не могу тебе об этом рассказать, не могу тебе об этом рассказать. Я боюсь тебя, я боюсь твоей реакции, я боюсь, что ты меня за это раскритикуешь, накричишь, обидишь, как-то просто не поймешь. И я буду в итоге чувствовать себя наедине со своей проблемой. И вот мне очень нравится, что в этом смысле я тебя не боюсь, что я могу поделиться с тобой чем угодно, и ты никогда не будешь меня унижать, оскорблять. Это взаимоуважение, которое есть у нас, что ты очень гибкий в том плане, даже как мы обсуждали вот про подарки, что ты можешь услышать то, как я хотела бы, не делаешь, не воплощаешь свои фантазии. Вот для нее прекрасный вечер, я наберу ее в ванну, насыплю туда лепестки роз. Возможно, да, но может быть просто не актуально. Ты мне все это сделал, весь там шикардос, а я, например, ну, даже не хочу сейчас, да, как бы нужно какую-то брать обратную связь, прислушиваться друг к другу. Либо там мой муж 30 лет говорит мне, что он ненавидит борщ, а я такая, плевать, мне легко готовить борщ, я люблю готовить борщ, пусть привыкает. Все едят борщ и... Да, ешь борщ. В смысле я не люблю? Либо там я не ем курицу. Будешь есть, начнешь. И как это, исправим, переделаем. А услышать человека, если я так и вот, если я это не люблю, хорошо, я буду воздерживаться там. Вот, услышать тебя и просто реагировать правильно. Вот это то, что у нас, наверное, в силу уже того, что вот был у двоих, у обоих такой негативный опыт, и мы достаточно дорого заплатили
за эти жизненные уроки, за какую-то мудрость, которая есть сейчас, действительно пришлось очень дорого заплатить. И так, поэтому мы, наверное, ценим каждый момент вот в наших отношениях, потому что знаем, как это все хрупко, как это все легко можно потерять, и в какой ужас можно превратить свой брак, где два человека остаются одинокими, несчастными и просто заперты в своем этом одиночестве. И да, и поэтому, если бы я продолжала что-то сравнивать себя, сравнивать наши отношения с кем-то другим, там, например, как я говорила про то же там бассейн, вот почему мы не ходим в бассейн? Но я себе задаю вопрос, вот если бы сейчас ты вот мне сказал бы, вот, поехали, и, скорее всего, я скажу, нет, сейчас я не готова, давай запланируем. А если я прям сильно хочу и готова запланировать, я же могу к тебе подойти и сказать, что я очень хочу в бассейн, давай в пятницу сходим в бассейн. У нас так и бывает, и я всегда с радостью Да, любой движ. и здесь опять же обычно там мужчина говорит, я занят, я если после работы, я устал. Ну, мне очень повезло, что я очень, наверное, в 95% я слышу «да» на любые свои версии, на любые свои варианты, предложения. И еще есть момент, который женщина просто выражает недовольство, но при этом сама не проявляет инициативу. Я хочу, чтобы он сделал. Но я же могу так 20 лет ждать у моря погоды. Вот я чего-то хочу, я тебе не говорю, но я хочу, чтобы ты это догадался и сделал сам. Ну, какая мотивация в этом? Она чувствует, чтобы что, условно. Что ты меня понимаешь, что ты меня чувствуешь. Если ты не понимаешь, что вот прямо сейчас я думаю о мармеладках, значит, ты меня не любишь. Ну, если он мысли читать не умеет, то как он поймет? Значит, все, ты меня не любишь. И она будет так его пилить годами. Конечно. Что просто нужно тоже расти. Иногда люди, цифры в паспорте растут, а человек внутренне не растет. Ой, хорошо, что мне все это в прошлой жизни, знаешь. Вот. Так что, как мы начинали наш разговор с того, что вот сравнивают, как себя чувствуют мужчины, когда ему постоянно ставят в пример другого мужчину, что это очень не мудро, неразумно, и ни одного мужчину это не мотивирует. Точно так же, как если бы ты мне говорил каждый день, вот, я сегодня увидел, что Света поехала на курсы, а ты не сидишь. Вот Света развивается, она стремится, а тебе ничего не надо. А я вот увидела, что Валя заняла первое место на фитнес-бикини. Вот представляешь, ей 35 лет, к примеру, она тренируется каждый день. А что-то я не вижу, что ты каждый день тренируешься. А вот я увидел, вот, там, Катя родила двойню. А ты что не можешь двойню родить? Ты вообще что-то ничего не можешь. И я, как будто бы меня это мотивировало. Вот. А заметь, как похудела Алина, к примеру. Ну, видишь, с тобой аргументов так много не приведешь. Ты и учишься, и сейчас опять поступаешь даже на второе высшее, ты и занимаешься каждый день и прочее все. Ну, двойня, да, идет очередь. Я же шучу, это конечно. все делаю. Но я в том плане, что, может быть, иногда бывают и справедливые такие обвинения, когда реально прям, типа, ты же видел, на ком женился, да, вот все, и живи так годами, да, и прям манипуляция тем, что ты же видел, и все, и ни вправо, ни влево, типа, ты же обещал мне, мы же в церкви были. То есть, со своей стороны, может, не исполнять обещания, но ты же обещал. И все, и годами так. И, возможно, справедливо. А как тогда решить, если каждый думает, что справедливо? А я бы сказала, что это все благодаря тому, что ты мне создаешь условия, что у меня есть энергия, еще чем-то интересоваться, не жить как загнанная лошадь. Если бы я работала с 7 утра до 7 вечера, в 7 вечера я прихожу, я мою гору посуды, я готовлю ужин, я просто уставшая, ложусь спать, и потом мы ужинаем, и я снова мою посуду уже после ужина, смотрю, чтобы были уроки поучены, все.
и уже просто уставшая, вымотанная после работы, после того времени, которое уделила семье, там, я ложусь спать, и вот так вот у меня день сурка, остаются выходные, например, мне нужно, вот если я работаю в школе, мне нужно написать планы, конспекты и так далее, позаполнять журналы, еще что-то, и плюс дома куча работы. А ты такой просто говоришь, ну, это не мужская работа, вот, делай. То, ну, даже если бы я была супер дисциплинированная и такая, ну и что? Магия утра. Я просыпаюсь в 6 утра, тренируюсь, иду на пробежку, принимаю душ, и к 8 утра я на работе. Вот так, как бы я все успеваю. Я та женщина, которая все успевает. Ну, это круто, но, ну, если так это возможно, человек не выгорает. То есть ты хочешь сказать, что все-таки мужчина ответственен за погоду в доме, по факту, да? Если он дает Да. возможность жене своей, и нечего И упрекать он жену, также что она там не то, не и то, если сам ответственен, же ее, ну, как бы не да. дает возможности. И также он ответственен за свой выбор все-таки. Ну, это да. Мне понравилась однажды фраза, вот, которую я услышала, что когда ты выбираешь себе женщину, убедись в том, что она способна тебе воздавать добром, что это дерево, которое приносит плод, а не тундра, в которой ты сдохнешь, что это там елка там какая-то, сколько ее не поливай, ну, она тебе кукиш. Ну, ничего она из себя выдать не может. Не могла, не может, и не потому, что это абсолютно, ну, вот такая порода. Ну, не будет там тебе. Знаешь, мне кажется, нам нужно отдельное видео записать, где я тебе задам вопросы, а как же девушке выбрать парня, чтобы нормально замуж выйти, ну, вот как ты уже со своим опытом, тем более профессионально, как психолог, что ты можешь сказать об этом? Ну, это отдельная тема, да, уже сейчас мы ее поднимать не будем. Вот. Это наше второе видео на этом канале. Друзья, если вы еще не видели наше видео до этого, у нас есть, да, другой канал большой на 20 тысяч подписчиков, но мы сюда переехали. Почему? Потому что аудитория совершенно другая. То есть те темы, которые мы поднимаем в семейных отношениях, все, ну, они там неинтересны, скажем так, да, вот. И мы решили сделать отдельный канал Vital Link Family Михалюк. И добро пожаловать, можете подключаться к нам, писать комментарии, если есть вопросы, будем рады вам, ну, рады вместе пообсуждать их. В этом канале мы дорожим каждым подписчиком, потому что мы понимаем, что это наш человек. Это, ну, человек, у которого похожие ценности, схожие какие-то интересы. И поэтому для меня, чем 20 тысяч, но не моей целевой аудитории, не моих людей, которым не интересно то, чем я горю, лучше 2-3 человека, неважно, но это будут мои люди. И я буду понимать, что у нас искренняя взаимная симпатия. Вот это чудесно. Поэтому на сегодня самый главный вывод, который мы можем завершить, нашу такую немножко затянувшуюся беседу, уже чаек заканчивается, но сказать только тем, что сравнение убивает все. Никогда не нужно сравнивать себя с кем-то, никогда не нужно сравнивать свои отношения, сравнивать своего мужа с кем-то другим, а инвестировать в себя, вкладываться в себя, узнавать себя, вместе узнавать друг друга. Это самое полезное, что может быть, и это будет действительно благодарное дело, когда я не сравниваю своего мужа с кем-то другим, а узнаю, а какой же мой муж, в чем его таланты, в чем его сильные стороны, вообще, когда я понимаю, почему я его выбрала, почему вот у нас такие отношения, благодаря чему, благодаря каким качествам его, благодаря каким моим качествам на сегодня картина выглядит так, как она выглядит. Со временем будем делиться какими-то, ну, условно, инсайтами, да, то есть о том, что точно может показать на качество отношений, ну, или как их добиться. Это как в автомобиле. На первый взгляд, ну, лишь бы машина, 4 колеса крутится, руль, когда первый автомобиль, ты прям счастлив. Я помню, у меня первые «Жигули» были копейка, по-моему, это столько счастья было. А потом я, когда после «Жигулей» купил «Мерседес», я помню, еду,
У меня аж слезы в глазах. Думаю, я чуть руль трогаю, она поворачивает. Дотрагиваю тормозов, она останавливается. Газую, она едет. Не надо спиной там упираться, не надо руки не вырывать, руль, все остальное. Ну, я прям... И потом, когда я уже брал третий, четвертый, у меня было много автомобилей за мои годы, то ты уже понимаешь, что смотреть. Поэтому я думаю, что в будущем мы эту тему будем развивать отношения, делиться тем, что у нас есть, то, в чем мы уверены. А если мы не уверены или ошибаемся, пишите в комментах, реально мы Меня отвечать улыбает на них. еще вот этот момент, сравнение, которое ты привел с машинами, потому что я далека от машин, я не водитель, у меня нету водительских прав и вообще не разбираюсь в машинах. Но самое удивительное, что в самом начале нашего знакомства, когда ты мне задал вопрос, по каким ты критериям определяешь, ты тебе с человеком двигаться дальше или нет, я как раз тогда приводила метафору с машиной. Для меня вот тогда был главный, скажем, такая актуальная какая-то фраза какого-то моего жизненного периода: «Зачем трудно, если можно легко?» Это как представить, что ты приходишь в автосалон, ты знаешь, что твоя покупка, вот сейчас ты можешь выбрать любую, ты ничего за это не платишь, ты просто выбираешь и все. Зачем выбирать машину, которая ну, ты понимаешь, что тебе нужно там сделать, что-то доделать, там поменять, там поменять, там поменять, и тебе нужно ехать. И вопрос, конечно, если ты задаешь, ну, поеду я на этой машине? Да, поеду, ты добьешься этой цели, но какими усилиями и как надолго? То есть она будет, например, бесконечно ломаться, у тебя где-то там стоять в гараже. И вторую ситуацию, когда ты просто садишься в машину, ты понимаешь, что ну, она идеальна, тебе ничего не нужно в ней менять. Можешь только различные пахучки там и все, чисто какие-то внешние Хороший ты штучки. опытный водитель, я тебе Да. скажу. Но в целом тебе просто, ты понимаешь, что сиденье под тебя, что в нем удобно, что ноги тебе там удобно, ничего не подпирает. Ты просто сел и поехал. Так зачем тогда выбирать то, что ты понимаешь так? Мне нужно там это поменять, то поменять, салон перешить. И, ну, столько работы просто для того, чтобы ехать. И как раз, и как сейчас ты опять, когда говоришь про машину, для меня это так удивительно, что тогда я тоже сравнивала с машиной. Вот. Да, конечно, важно понимать то, что мы выбираем, но когда уже ты выбираешь, это, конечно, фраза популярная, что, ну, у девушек она больше распространена, что когда ты до замужества смотри в оба, после замужества смотри сквозь пальцы. Ну, как раз вот такой снисходительности. А проблема в том, что большинство пар, большинство там, ну, девушек делают наоборот. До замужества смотрят сквозь пальцы, а после замужества смотрят в оба. То есть она такая, видит его недостатки, ну, это потом поменяем, это это изменится, вот это. Вот, после замужества. А потом уже после замужества начинает его там доделывать, допиливать. Вот, что это очень неправильно. Нужно как раз понимать, что вот именно если я согласна на этот вариант, который я здесь и сейчас вижу перед собой, тогда окей. А если я хочу его поменять, то лучше не стоит. Знаешь, мне кажется, реально самая большая ошибка – это думая, что потом я сделаю из него другого человека. Это, по-моему, прям самая большая, и причем удивляет самоуверенность вот авторов таких идей. Ну, это ладно. Ну что, будем прощаться Да. с Любите нашими... друг друга, не сравнивайте себя ни с кем, не сравнивайте своего партнера ни с кем. Просто любите такими, какие вы есть, и как раз это даст силу, энергию меняться для человека, становиться для него еще лучше, когда я его принимаю, когда я понимаю, что он любит меня и принимает такой, какая есть. Я хочу быть еще лучше, чтобы отблагодарить его за добрые отношения ко мне. Вот, подписывайтесь, давайте дружить. И мы будем выкладывать еще следующее видео и вместе пить чай. Да, нам на один разговор хватает
Ну, Чайник. хорошо, если чайника, но обычно 2-3. Да. Теперь мы как-то сумели вписаться в один. Всем счастливо, пока-пока. Всем чай. Всем чай.